Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні печу булочки на ваші прохання. Ті, які коштували раніше 3 копійки, а називалися вони столичні. Перед вами те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Продуктов совсем немного, и эти булочки своим рецептом очень похожи на хлеб киевской поляницы. Но замешиваются только на воде, там добавляется немного молока. И понадобится не растительное масло, а сливочное. Допускается маргарин, но самой высокой жирности. У меня масло жирностью 82%. Еще сахар, дрожжи, мука и соль. Также отличается технология приготовления. Оно более быстрое. Тесто замешивается безопарным способом. Замешиваю сегодня кухонной машиной. В чашу миксера выливаю воду комнатной температуры. Добавляю сахар, дрожжи. И все это хорошо перемешиваю до полного растворения сахара. Высыпаю муку, сразу всю по рецепту. Потом покажу, на какой замешиваю. Сегодня мука не Днепромлын. Сверху соль и мягкое сливочное масло. Включаю машину сразу на перемешивание. Это самая низкая скорость. Пока соединятся продукты, чтобы мука не взлетела в воздух. Теперь на минимальную. Перехожу постепенно на первую скорость. И вымешиваю около 5 минут. Я говорила, что вода должна быть комнатной температуры. При замесе машиной тесто нагревается, тем более готовится оно безопарным способом. Если ставите опару, то вода немного остывает. Потом туда добавляются еще продукты комнатной температуры. Здесь же все замешивается сразу, поэтому воду не подогревайте. Тесто и так согреется при замесе, а если подогреете воду, то оно быстро перекиснет. Если ручной замес, возьмите слегка теплую. Ну а пока у меня есть минутка, хочу поблагодарить спонсоров и зрителей моего канала, тех, которые угостили меня чашечкой кофе. Ссылочка на ресурс есть под видео, а QR-код на экране. Спасибо огромное, ваша поддержка вдохновляет и помогает развивать канал. Давайте посмотрим, какое получается тесто. Видно, что оно очень мягкое. Вот руки у меня сухие, и оно не очень прилипает. Прилипает, но отрывается. Хочу его перевернуть, чтобы оно хорошо вымешивалось со всех сторон. Вот такое вот тесто. Вы его легко замесите и руками. Технологию не изменяйте. Соединяйте все продукты и вымешивайте. Вторую скорость включаю постепенно. Начинаю с перемешивания, потом минимальная, первая и вторая. На второй скорости вымешиваю примерно такое же время. Да, замешивается это тесто дольше, чем обычное. Но учитывайте качество своей муки. Если при замесе оно не собирается в комок, а наоборот размазывается по чаше, становится более мягким, влажным и липким, значит у вас мука со слабой клейковиной. И месить такое тесто долго не надо. Чем дольше будете его месить, тем больше оно будет просить муки. Оставьте такую муку для бисквитного теста, песочного, она подойдет. А для дрожжевого купите от другого производителя. Может, она будет более качественная, посильнее. Тесто уже полностью готово. Коврик слегка смазываю маслом, скребком зачищаю чашу и выкладываю тесто. Руки тоже лучше смазать, чтобы сразу не прилипнуть. Вот такое оно красивое, гладкое, однородное, хорошо вымесилось, стекает с руки. Видно, насколько мягкое, эластичное. Подкатываю в шар, миску тоже смазываю маслом и тесто сверху. Накрываю пленкой, полотенцем не укутываю. И подходить оно должно по рецепту 1,5–2 часа. За это время ему надо будет сделать одну обминку. Но лучше смотреть по тесту, потому что время зависит от того, насколько тепло у вас на кухне. Я обещала вам показать муку. Торговая марка «Богумила». Така гарна назва. Производитель Хмельницкая область и содержание белка 10,5. Эту муку рекомендовали в комментариях. Писали, что очень хорошая. Прошло 45 минут. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. Даже сверху видно, какое оно пузырчатое. И вот такое вот мелко-мелко пористое. Пышное, воздушное.
Посмотрите, как пузырится. Возвращаю в миску, снова накрываю пленкой и оставляю еще на такое же время. Снова прошло 45 минут. Красиво подходит тесто, остается гладким. Смазываю коврик маслом растительным, подкатываю в жгутик и делю на 11 частей весом примерно по 75 грамм. Теперь все эти кусочки надо подкатать в плотные шарики. И делать это буду в 2 приема. Так булочки получатся более круглыми. Сразу выдавливаю большие пузыри воздуха, подтягиваю тесто с краешков в середину, придавливаю и округляю. Накрываю пленкой и оставляю минут на 10, чтобы тесто отдохнуло, а клейковина расслабилась. Время прошло, подкатываю их повторно, только уже не уплотняю, а просто округляю. И делайте это так, как вам удобно. Я покажу 2 способа на столе и в руке. Вы уже давно просили приготовить булочки, те, которые раньше стоили 3 копейки. Но лучше бы вы указывали названия, потому что они были разные. Кунцевские, вот эти вот столичные, также днепровские. Кунцевские уже есть на канале. Очень вкусные, я оставлю на них ссылочку. И будет живое окошко в конце видео. Нажимайте на него, смотрите и готовьте. Днепровские булочки более сдобные, сладкие, мы их тоже приготовим. А эти, я бы сказала, хлебные. Можете сделать как соленые, так и сладкие бутерброды. Они легкие, воздушные, мелкопористые, с тоненькой корочкой, тоже очень вкусные. Накрываю пленкой, чтобы не подсыхали. Закрываю со всех сторон. Так они будут более влажные и лучше заколируются при выпечке. Булочки подходили 40 минут. К этому времени нагрелась духовка, температура 200 градусов. Вместе с ней на самом нижнем уровне нагревался пустой листик. И сейчас, как только поставлю булочки в духовку, в пустой листик выливаю полстакана кипятка, сразу же закрою духовку и буду выпекать. Пропарить их надо только в начале выпечки, поэтому этого кипятка, полстакана, будет достаточно. Булочки выпекались 17 минут при температуре 200 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Сразу после выпечки присутствует корочка. Вот так вот постукивает. Но потом она отмякнет. Получаются они светленькие, светло-желтые, но так и должно быть. И по желанию сразу после выпечки можете их смазать сливочным маслом. Но это не обязательно. Я вот для примера одну смазала. Булочки остыли, давайте посмотрим, какие внутри. Очень мягкие, ножом придавливаются до самого донышка и быстро возвращают свою форму. Совсем не крошатся. Такие булочки сейчас в магазине вы не купите. Они при нарезке крошатся, мякиш рассыпается. А здесь посмотрите, какой мелкопористый. Булочки как живые. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашніми булочками і приятного вам апетита. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і, як завжди, бажаю вам всього найкращого.